сколько правды в фильме «Троя». «Троя» стал одним из самых крупных исторических проектов в начале нулевых годов и в целом был признан удачным, что не отменяет существенных вопросов к его исторической достоверности. Начнем с главного. Фильм указывает на то, что Троя сражалась с объединенным войском всей Греции, что не совсем верно. Сегодня известно, что крупное военное столкновение Союза Ахейских государств с городом Троя, Илион, расположенным на берегу Эгейского моря, произошло около 1240 года до нашей эры. И это ключевой момент. Троя – это тоже греческие племена, но пришедшие раньше ахейцев из степей современной Украины и Венгрии в Грецию. Они именовались на континенте тевкрами и считались смешанным народом с древними жителями региона, пелазгами и народами моря. Вероятно, верхушка тевкров была греческой, а вот низы более разнородными. Тем не менее, они находились в зоне греческой культуры и даже брали себе вторые греческие имена. Так царевич Парис звался еще и Александром. В дальнейшем теврки переселились на Кипр, а оттуда в Палестину в составе филистимлян. Язык тевкров был крайне близок к этрусскому, что согласуется с верой всех античных историков о происхождении этрусков от бежавших троянцев Энея. По сути, Троянская война была частью войны волн мигрантов с севера с догреческим населением и постепенным вытеснением его на юг и восток, а также ассимиляцией в низших слоях общества, как в Спарте. Серьезные отступления создателей Трои от литературных первоисточников бросаются в глаза. 10 лет войны уместились в сценарии всего в 15 дней. Состав действующих лиц упрощен до минимума. Из многочисленных детей троянского царя Приама остались только сыновья Гектор и Парис и дочь Брисеида. Вопреки Гомеру в фильме Гектор убивает Менелая и Аякса. Илион, а именно так и называлась тогда Троя, чрезвычайно выгодно расположен. Он контролировал пролив через торговые пути и быстро богател на их обложении данью. Поэтому на месте Трои находится более десятка культур, сменявших друг друга и до Троянской войны, и много позже нее. Илион оказался мощной державой, которая не только накопила ресурсы, но и благодаря армии отбила нападение хетских царств, став гегемоном. Что и вызвало опасения континентальной Греции, растущее население которой желало расширения земель обитания, и Троя стала этому мешать. Вопрос с ней было по силам решить только соединенному войску. Но события эпохи мы знаем только из трудов Гомера, жившего на 400 лет позже, когда все обросло легендами, мифами и нелепицами, которые только умножались дальше. В гомеровском эпосе слились предания о походах на разные малоазийские города Илион, Трою и Пергам. Троя находилась в другом месте, чем Илион, обнаруженный Шлиманом. Взятия Трои греками-ахейцами в реальности не было, как и взятие Илион. Под сомнением и Троянская война, как успешная экспедиция объединенных греческих царств на северо-запад Малой Азии в Микенское время. Парис, вообще имя позднее, выдуманное. Агамемнон, не царь Микен. Ахилл, не из Фессалии. Одиссей, не с Итаки. Гектор, не вождь троянцев российский ученый Лев Клейн. Троя – историческая область, находившаяся восточнее Илиона и основанная как раз не индоевропейским населением, либо будущими этрусками, называвшимися Туруша в хеттских записях. А уже сам Илион – городище вторгшихся с северо-запада протогреческих племен, слившихся с местным населением в Троянском царстве. Воинственные пришельцы завоевали местное население с помощью колесниц и вытеснили его в горы, оставшихся поработили и ассимилировали. Отсюда и репутация троянцев как коневодов, хотя правильнее было бы называть их колесничими. Мощная армия Трои не только держала в страхе Малую Азию, но и ходила в рейды в Европу и на Балканы. Безусловно, такая прыть сильно не понравилась греческим племенам, соединившихся в Ахейский союз, чтобы разгромить появившегося лидера. И здесь ахейцы перестраховались
Армия почти в 100 тысяч воинов во много раз превышала войска и самой Трои, и их хетских союзников, которых Гомер именует амазонками. Троя была обречена, поэтому ушла в глухую оборону, решаясь только на мелкие вылазки и турнирные бои знатных воинов. К сожалению, в фильме мы также не находим ни Мемнона, ни амазонок и ни иных известных персонажей Гомера, игравших важную роль в Троянской войне. Отсутствует и царь аргосцев Диамет, сподвижник Агамемнона. А ведь было бы интересно, если режиссер включил в кино того же Мемнона, прибывшего на помощь Трое из самой Эфиопии. Удивительно и то, что в фильме говорится про хетов, которые, по словам Агамемнона, могут пойти войной на греков в случае их поражения от троянцев. Но ни слова не произносится о могучей державе на юге, которая реально ненавидела ахейцев. Про Древний Египет здесь не сказано ничего, хотя египтяне тщательно следили за ситуацией в Малой Азии, и судьба Трои была им не безразлична. Ведь ахейцы частенько грабили египетские суда на море. Вооружение воинов в фильме выполнено очень некорректно и мало походит на бытовавшую амуницию в те времена, являясь классическим фэнтезийным набором, условно подходящим лишь для раннего средневековья. К примеру, разные формы военных действий, описанные в Илиаде, разделены чуть ли не тысячелетием. Поединки сильнейших воинов, вооруженных копьями и башенными щитами, как у Ахилла, Гектора и Аякса, уходят в глубочайшую древность. Круглый щит и пара дротиков – вооружение воина гораздо более позднего времени, предназначенное для массовой битвы. Однако увлеченному постановщику это только на руку. Можно показать и то, и другое. И это смешение мы в фильме видим. Вот боевая конница в кадре явно не на месте. Она появилась у греков уже после гомеровских времен. При этом родовитые греки и малоазийцы сражались на колесницах. Колесницы в фильме тоже есть. Не сказано в фильме о том, что авангард ахейской армады прибыл первым, совершил высадку и потерпел чудовищный разгром, едва унеся ноги, что и сподвигло остальных несколько сбавить пыл и быть более осторожными. И часть армии во главе с Ахиллом занялась грабежом окрестностей и островов, разоряя округу. Процесс настолько увлек нападающих, что царям пришлось лично вылавливать рейдеров и упрашивать их вернуться в войско. Подтянув резервы, троянцы могли и переломить войну в свою пользу. Ликийские лучники и наемные фракийцы, действующие на флангах, заставили отступить греков и оставить занятые позиции. Так закончилась вторая битва за Трою, закрепив уже скорее паритет сторон. Поединок Париса и Менелая означал третью битву за город, в которой под стенами города были тяжелейшие бои, потери в которых у троянцев оказались фатальными. Обе стороны ведут переговоры, чтобы затянуть сражение, ожидая подкреплений, и Троя уже готова пасть. Однако эпидемия в войске греков наносит такой удар, что брать город уже почти некому. При этом Ахиллес вернулся с войском, с богатой добычей от грабежей. При этом в сражениях он не участвовал, что вызывает ненависть как рядовых бойцов, так и царей. Собрав остатки армии, греки вновь идут на штурм города. И поражаются численности троянцев. Их лавина громит греков, гонит их в лагерь, прорывается внутрь с намерением сжечь корабли. Патрокл, младший, у Ахиллеса, ведет войско впервые в жизни, и ему удается отогнать троянцев и перейти в контрнаступление. После наступившей ночи, утром греки пытаются вновь атаковать стены, но там Патрокл гибнет, и греки отступают. В следующие дни греки штурмуют город, истребляют фракийцев и ликийцев, а Ахилл убивает в поединках вождей Трои. Но победы это все еще не приносит. Вот тогда в дело и вступает троянский конь. Троянский конь в виде корабля с богатствами, в основном это то, что привез в лагерь ахейцев Приам в качестве выкупа за тело Гектора, поставленный на колесные повозки, предложен троянцам в качестве трофея. Трофей оказывается за стенами Илиона, и ночью из его чрева появляется небольшая группа,
которая нападает на вождей троянцев и поджигает город. В наступившей панике лазутчики покидают город и уводят с собой пленников дочерей Приама Кассандру и Поликсену, а также вдову Гектора Андромаху и вдову Париса Елену. В фильме же на этот момент продолжаются ляпы. Главное оружие гомеровских героев – копья, к мечам прибегали в крайних случаях, да и фехтовали слабенько. Менелай и Аякс погибают от руки Гектора на второй день войны, хотя у Гомера они пережили Гектора, а Менелай даже вернулся в Спарту. Ахейцы инсценируют бегство якобы от чумы, оставив в лагере чумные трупы. Видимо, авторы не знали. Троянцы никогда не поверили бы, что кто-то мог бросить павшего товарища без погребения. Для них это означало, что души погибших не попадут в ад, будут скитаться по свету, пить кровь у живых. За подобное даже спустя 1000 лет казнили полководцев, выигравших сражение. Особенно забавна сцена укрощения Брисеиды, когда та дает Ахиллесу пощечину, за что спустя и 1000 лет такую даму бы просто забили плеткой. Но уж совсем удивительно видеть Ахилла, щадящего троянцев. Греки не были гуманистами тогда, даже когда дело касалось пленных. Ведь у Гомера описан огромный костер, на который уложено множество тучных овец и великих валов криворогих, другое добро, и, на десерт, 12 троянских юношей. Елена, которая зашивает раны Париса, обогнала свое время больше, чем на 1000 лет, ведь только тогда появилась шовная терапия ран. Называя себя греками, актеры фильма очень сильно ошибаются, ведь ни тогда, ни на сотни лет позже греческие полисы не были единым народом и не именовали себя таким образом. Один из самых главных недочетов – использование всадников в фильме. Греки вообще, а в то время тотально, не знали конницы. Армии передвигались пешими, а знатные воины сражались на колесницах. Именно битва колесниц была апогеем Троянской войны. Еще один нелепый момент – поединок Ахилла и огромного воина Баагрия, в котором герой Брэда Питта быстро убивает великана. Павший витязь был представлен как фессалиец, житель полиса Фессалоники. Однако основан этот город был спустя 1000 лет после Троянской войны. На этом война заканчивается, но между отплывшими от берегов Троады ахейцами продолжаются распри, а дома их ждут без восторгов. Длительная война не привела к существенным результатам, изнурив ахейские царства. Судьба всех ахейских вождей трагична. В Трое тоже происходит борьба за власть в основном между бывшими союзниками, пока Троя не попадает под контроль фракийских вождей. Разорены и погружены в войны ахейские царства. Разорена и лишена прежних правителей Троада – это итог Троянской войны. Падение Трои стало началом бегства народов этого царства из региона на запад, в качестве этрусков, а на юг и восток, как народы моря, разгромившие и потеснившие египтян и Ассирию. Пишите, что думаете по этому поводу, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.